батюшка Митрофан – это был смиреннейший, тишайший человек, которого, в принципе, как бы он, даже посмотрев на фотографии того времени, он где-то там всегда, его нигде нет на переднем плане. Вот эти фотографии 20-х годов, где там даже какие-то батюшки еще есть из других храмов, вот, да из храма, из Покрова тоже, из этого храма разрушенного. Даже где он на переднем плане, нет никакого вот такого ощущения, что вот. И за это, на самом деле, я думаю, что он и, может быть, и не то получил все те дары, которые имел. Удивительным образом попала эта картина сюда. Ее нарисовала духовная дочь преподобного Спасителя Сергия, Наталья Николаевна Соколова. Матушка была не просто знакома с преподобным Сергием, она была духовным чадом, она приезжала сюда. Вот. То есть имела с ним тесное общение. Ну, во-первых, это Покровский храм, да, мы узнаем, Московский Покровский храм обительский. Вот, ну, естественно, Домашка Елисавета Феодосия, великая княгиня, преподобный Спаситель Сергий, батюшка Митрофан в ту пору, и инокиня Варвара, мощи которых мы как раз имеем здесь, у себя в храме в нашем маленьком, есть частички мощей. Вот. Преподобный Спаситель Сергий, инокиня Варвара и великая княгиня Елизавета Феодосия. Храм оказался в поле, понимаете, если посмотреть внимательно на нашу территорию здесь, мы практически в поле живем. Вот. И это действительно удивительно, каким образом она смогла соединить это место наше. Потому что действительно, если выйти вот сейчас из храма и посмотреть, и вы сейчас увидите вот ровно вот этот пейзаж. Вот. Где-то там вдалеке деревья, вот, а здесь вот сплошные поля. Хотя в то время все было иначе. Когда этот храм был, уже там был сад, там была совершенно другая была территория в обители в Москве. Так что вот так вот удивительным образом соединила она два мира, скажем так. Встречая тех людей, которых, к сожалению, уже нет, они рассказывали о нем так, как будто они с ним жили. Вот это удивительно совершенно, просто удивительно. И они не рассказывали это как сказку. Они были абсолютно такое впечатление, что человек вышел, буквально вышел, неделю назад вышел, вот я с ним разговариваю. Вот так они, все жители этой деревни, большая часть, конечно же, не знали преподобного Спасителя Сергия никаким образом. Но все до одного, батюшка Митрофан, одна бабушка рассказывала, он крестил ее, сейчас ее нет здесь, он ее крестил в тазике, она рассказывала. Она, конечно, помнит это все схематично. И говорит, единственное, что я помню его руки. Когда, говорит, мы шли по деревне, дети бежали, у него всегда были конфеты. Вот это, да, причем это не только она, еще другая бабушка тоже рассказывала, потому что у него, говорит, всегда были конфеты, и он всегда давал конфеты детям. Как могло сохраниться здесь вот такое удивительное, совершенно удивительное такое теплое отношение, потому что вот это вот меня больше всего поразило на самом деле, вот это вот отношение людей, которые, в общем-то, и в храме, может быть, так, раз, два, три были. Вот. Но вот батюшка Митрофан, да, в жизни, да, приезжали из Москвы, причем удивительное дело, да, казалось бы, деревня, вы видите, что такое за деревня, да, здесь, вот, приезжают люди, автобусами, а потом приезжают отдельно. И для меня это было такое потрясение, понимаете. Они говорят, мы сами не знаем, почему мы приезжаем. Потому что, говорит, здесь что-то такое, вот, и почему мы, говорит, приезжаем, мы совершенно не знаем. Покойный тоже наш был прихожанин, он уже, будучи 18 лет, разговаривал, брал благословение вот, у батюшки Митрофана,
Все, что батюшка сказал, как он мне сказал в разговоре, он не стал рассказывать подробно, о чем это все было. Вот. Он сказал, ну, что все исполнилось, что он сказал. У нас приход-то у нас небольшой, хотя как небольшой. В общем, у нас регулярно ходит 18 человек, а в праздничные дни у нас до 30 человек. И для нашего храма, вы можете видеть, у нас небольшой храм и маленькая деревня. Вот, и храм у нас всегда полный. В 1999 году был этот храм построен и освящен на честь преподобного Спасителя Сергия. В 2000 году были обретены его мощи. И уже и служба. С тех пор службы у нас идут. Правда, служба у нас идет сейчас только раз в неделю у нас бывает служба. Потому что священник приезжает, служит, как правило. Воскресные службы и праздничные дни у нас бывают службы. Мощи преподобного Сергия теперь в кафедральном соборе находится, а нам оставили крест. Вот этот крест подарила преподобному Сергию Елизавета Федоровна, великая княгиня. Все сестры обители носили такие кресты, но только 2 креста были с отороченным серебром. Тут даже это можно увидеть. Это был крест Елизаветы Федоровны, и она подарила этот крест, 2-й крест преподобному Сергию. Тогда батюшке Митрофану. Тогда он был батюшка Митрофан. Вот. И этот крест пролежал 52 года в земле. То есть он был похоронен с этим крестом, и когда обрели мощи, вот можно увидеть, что крест совершенно не пострадал за эти 52 года. Удивительно сохранился. На могилке у нас всегда были люди, всегда, потому что он сказал, кому-то из сестер сказал, что приходите ко мне на могилку, и я, если, так сказать, буду помогать вам. Здесь жили 3 сестры, родственницы по линии матушки, жены преподобного Сергия, матушки Ольги. В монашестве она приняла имя Елисавета. Они, вот эти сестры, они ходили, и буквально, вот, сколько лет? Лет 5 назад, я помню, какой-то был вопрос, и они ходили с записочкой, на полном серьезе, это взрослая женщина, так сказать, совершенно современная, последняя из сестер, Ольга. Вот, и она ходила, она буквально вот до сегодняшнего дня, и я думаю, что и сейчас даже кладут записочки, есть люди, кладут записочки и читают, вытаскивают, то есть это есть, это правда, да. Действительно, вот те, кто это делали, они настолько верят, то есть совершенно идут, совершенно не сомневаясь, идут и кладут записочку, и вот как вот вытащат, так и делают. Он как бы не скрывался, когда здесь жил. Вот. Но вот с 45 по 48 год, когда он уже официально здесь жил, да, здесь был, сюда приезжали, но не было такого, чтобы были разговоры. Потому что когда он приехал сюда в 26 году, вот, все узнали, и он, видимо, когда он служил, потому что он был еще и проповедником, и, видимо, в том храме, где он служил, он сказал проповедь. Вот, и очень скоро написали на него донос, и, так сказать, вот после закрытия обители, как раз в 26 году он приехал сюда, в расчете на то, что все-таки здесь вот он как-то сможет и с сестрами пообщаться, и как-то они могут здесь пожить маленькой обителью, но вот это вот не вышло. И поэтому, скорее всего, все встречи, которые были, они были, так сказать, тайно. Никто ни разу не рассказывал о том, что к нему кто-то вообще приезжал. Вот, поэтому даже вот нет таких сведений. О 2 сестрах точно есть сведения, которые были в обители, это матушка Любовь и матушка Надежда, да, потому что как бы обитель знает, а 2 сестер, которые тоже здесь жили и были в постриге, нет сведений.
об этих сестрах, вот так вот конкретно, да, как они сюда. Нет, мы знаем их имена, мы не знаем, как они сюда попали. То есть нету вот этих сведений. То есть все знают, что они здесь жили, они здесь умерли, да. Но как они сюда попали, то есть, видимо, это все было в тот момент тоже все это было, так сказать, тайна. Скорее всего, вот это было. Матушка Любовь и матушка Надежда. Это две сестры, которые жили с преподобным Сергием здесь. Вот это две первые сестры, которые приехали прям буквально за ним сразу. Они очень много сделали для того, чтобы как бы жизнь батюшки, ну, хоть как-то была приемлема, потому что, конечно, все было очень сложно. Очень-очень-очень все было сложно, когда он здесь жил. Это дом, где жил батюшка. Вот они здесь сидят, читают. Вот. Матушка Любовь была сестрой обители. Очень близко общалась с Елизаветой Федоровной, с матушкой Елисаветой. Вот, она занимала, так сказать, такое послушание несла, она, так сказать, обеспечивала обитель. Она обеспечивала обитель всем, чем только возможно обеспечивать. И после гибели матушки она удивительным образом взяла на себя этот труд. Ей стали сниться сны. Ей снился преподобный Ануфрий. Вот. И он ей говорил конкретно, что делать, не просто какими-то загадками. Он говорил конкретно: поедешь туда-то, тебе дадут столько-то, и ты возьмешь вот это. Вот. И она, совершенно не сомневаясь в том, что надо это делать, что это не какая-то там прелесть или что-то в этом роде, вот, она делала ровно то, что он и говорил. Кстати, по этому поводу у нас даже в нашем храме есть икона Ануфрия. Он приходил во снах вот как раз к матушке Любови. Вот, и говорил ей, что делать, и таким образом, в общем-то, обитель могла выжить до 26-го года. Она действительно была очень веселой, она совершенно была такой, как описывают. Вот. То есть она ничего не боялась, она никогда не... Вот если надо идти пешком 5 километров, 10 километров, это не имело никакого значения, то есть для нее не имело никакого значения. Вот сколько надо идти, сколько надо не спать. Вот. И вот она всегда была вот именно такой. Матушку Надежду Елизавета Федоровна не взяла в монастырь, в обитель, потому что она была маленькая. Просто, да. И было, сейчас не могу сказать, по-моему, ей было не то 14, то 12 лет, я сейчас не буду. Вот. Она сказала: ты еще маленькая, но ты будешь в нашей обители. Вот, и видите, каким удивительным образом она пришла, то есть уже когда матушки не было, уже после этого она, так сказать, уже приняла постриг и вот стала сестрой обители. И здесь они сначала вдвоем ухаживали за батюшкой, в общем, тоже содержали дом, все, что возможно, делали. Вы сами знаете, да, Тверская область, что здесь было. То есть это просто вот в округе, это была мясорубка просто совершеннейшая. Вот. Сюда ничего, ни одной бомбы, никто сюда не зашел, то есть никаким образом здесь войны не было, никаким образом. То есть даже вот в округе и никто не знал, что это такое, что идет где-то война. Но никто и ни разу не сказал, что здесь что-то пролетело, что-то случилось, и кто-то что-то боялся. Не было ни разу разговоров о том, что вот кто-то боялся, что вот война, вот что вот все здесь погибнет. Вот. Но действительно, вот бабушки, они действительно говорят, что это молитвами преподобного Спасителя Сергия. Вот. Это мне три бабушки говорили, что его молитвами, что вот эта история там, что кто-то видел, вот, что у вас тут кто-то живет такой, кто-то молится. Действительно, это разговоры были, но вот сейчас это трудно сказать. Да. Это совершенно удивительная история. Несколько лет назад мне принесли сумку, я ее открыла, и там лежит это пальто. И это наша прихожанка говорит, к сожалению, ныне покойная, говорит: это пальто, которое последние годы перед смертью ходил батюшка Митрофан, то есть преподобный Спаситель Сергий. То есть в этом пальто конкретно он ходил несколько, то есть вот эти 3 года, которые он жил здесь, все зимы он ходил в этом пальто. Вот, и видите,
И более того, там даже вешалка удивительная. Он сам ее сделал и с этой вешалкой, потому что мне предлагали, повесьте на обычную вешалку. Что вы? Зачем же? Пальто мы боимся даже дотронуться иногда. Просто иногда вот прикладываемся, открываем, прикладываемся к такой святыне. То есть это вот с 45-го года. С 45-го года это пальто. И ничего с ним, потому что мы боимся даже не дотронуться, потому что вот все вот уже вот так все это дышит еле-еле. Вот. Но, тем не менее, вот такое впечатление, что даже нельзя себе представить, что столько лет, вот 50 лет, а пальто еще, конечно, мех весь уже. Вот так. Вот в таком пальто 3 зимы, а может и больше, я не знаю, в всяком случае здесь было 3 зимы его прожившие. Да. То есть и все это время провисело в обычном доме деревенском, это не где-нибудь. То есть и вот так удивительно сохранилось. Вот, как говорят, видите, даже через вещи святость, она как-то каким-то образом хранит даже вещи.